Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на интересный продукт от Silverback Airsoft, а именно на страйкбольную спринговую снайперскую винтовку SRS A1 версии Sport. Первое, что хочется сказать, у этой винтовки есть боевой прототип. Да ладно! Более того, люди, державшие и огнестрельную, и страйкбольную версию, говорят, что это, наверное, одна из самых реалистичных и точных реплик огнестрельной винтовки в Airsoft-индустрии. Естественно, это благодаря тому, что страйкбольная реплика была создана в тандеме с производителем огнестрельной винтовки компанией Desert Tech, ранее известной как Desert Tactical Arms. SRS A1 от Silverback копирует боевой прототип не только с точки зрения габаритов, внешнего вида и маркировок, но и с точки зрения конструкции и материала изготовления внешних частей. Интересным фактом является то, что даже боевой прототип данной винтовки создан всего несколько лет назад и еще не успел встать на вооружение ни одной армии мира. Компания Desert Tactical Arms существует с 2007 года. SRS A1 создана в 2012. И уже в 2015 году компания Silverback Airsoft создает страйкбольную версию данной винтовки. Ко мне в руки попала новинка 2017 года, версии Sport. От Covert она отличается только отсутствием монопода, отсутствием возможности регулировки усилия нажатия на спуск и пластиковой респланкой в комплекте. При этом версия Sport стоит в Гонконге примерно $380. Для сравнения, версия Covert на $100 дороже. Когда берешь эту винтовку в руки, приятно удивляешься двум вещам. Первое — это компактность и монолитность конструкции. Если визуально эта винтовка может показаться игрушечной, то в руках она ощущается совершенно по-другому. Материал изготовления ложи – нейлоновое волокно. Цевьё и ресивер выполнены из авиационного алюминия методом фрезеровки. На ресивере есть маркировки, как на огнестрельной версии. Серийный номер каждой винтовки уникальный. С точки зрения системы взвода существует 4 версии винтовки. Версия Pull, для взведения которой нужно тянуть затвор на себя, и версия Push, взвод которой происходит во время толкания затвора от себя. Каждая версия выпускается с затвором как с левой, так и с правой стороны. Конструкция винтовки весьма интересная. Разбирается винтовка очень быстро и просто. Для этого достаточно снять пятку приклада, после чего достать и вытащить направляющую с пружиной, снять резиновую заглушку, извлечь поршень и цилиндр с нозлом. Направляющая пружины без подшипника, стальная. Пружина 13-мм ВСР типа. Поршень алюминиевый со стальным зацепом. Голова поршня вентилируемая. Цилиндр, нозл и рукоятка взвода стальные. Как вы понимаете, все внутренние части данной винтовки усиленные и готовы к высокому тюну. Чтобы поднять выхлоп, достаточно просто заменить базовую пружину на более сильную. И как у боевого прототипа, внешний ствол съемный. К ресиверу он крепится с помощью 5 винтов. Один большой с левой стороны ресивера и 4 поменьше с правой стороны. То есть можно иметь два ствола разной длины, разных диаметров и даже с разными хопапами. Пока не знаю для чего, но, наверное, может пригодиться. Кстати, можете написать в комментариях ваши догадки по этому поводу. Внутренний стволик АЕК типа, латунный, длиной 500 мм. И это при длине всей винтовки 750 мм. Хопап алюминиевый, уникальной конструкции с двумя винтами для регулировки. Тонкая настройка двумя винтами позволяет в случае необходимости скорректировать боковую закрутку. В конструкции хопапа присутствуют два резиновых уплотнителя с внешней стороны нозла. В нашем случае они были почему-то порваны, и пока оценить компрессию мы не смогли. Посмотрим, что будет с компрессией после замены. На внутреннем стволике есть алюминиевые спейсеры с дельта-кольцами. УСМ в базе тоже усиленный и готов к тюнингу. Поговорим о эргономике и органах управления. Органы управления: спусковой крючок, затвор и предохранитель. Предохранитель расположен как с левой, так и с правой стороны. Кнопка отмыкания магазина, кстати, тоже находится как с левой, так и с правой стороны. По всей верхней части ресивера идет респланка для крепления прицельных приспособлений. Штатных механических прицельных приспособлений нет. Цевьё алюминиевое с респланкой в верхней части.
При необходимости с помощью винтов можно установить дополнительные резпланки для крепления дополнительного оборудования, например, сошек, антапки или целеуказателя. Одна планка была в комплекте. Длина и высота приклада регулируются. Высота с помощью подщечника, длина с помощью дополнительных вставок в приклад, которые, кстати, есть в комплекте. Смотря картинки в интернете, мне эта винтовка почему-то казалась громоздкой, но когда берешь ее в руки, понимаешь, что это совершенно не так. Она легкая и компактная. С точки зрения эргономики, компоновка Bullpup имеет и плюсы, и минусы. С точки зрения удержания и прицеливания, эргономика шикарная. Благодаря компоновке Bullpup винтовка короткая при достаточно длинном стволе. Ползать с ней по кустам должно быть весьма удобно. С точки зрения взведения к эргономике поначалу есть претензии. Затвор слишком близко к лицу, и взводить целясь не очень удобно. Хотя немного постреляв и поняв, как нужно взводить эту винтовку, привыкаешь. Лично у меня самые большие претензии к процессу отмыкания магазина. Во-первых, во всех буллпапах, которые я держал в руках, отмыкать магазин всегда было неудобно. У этой винтовки это делать еще сложнее, так как пружинки кнопок отмыкания очень жесткие. В комплекте было сразу два магазина. Магазины мне дико понравились. Они металлические, компактных, но не слишком мелких размеров и хорошо подают шары. Емкость магазина 30 шаров. На прикладе есть два гнезда для быстросъемных антабок с левой и с правой стороны. В коробке с винтовкой, помимо магазинов, также был набор шестигранников, риспланка, запасной 20-мм о-ринг, винты и несколько вставок в приклад. Еще в комплекте была смазка для цилиндра. Простая открытая конструкция ЦПГ с одной стороны очень удобна, но с другой стороны я вижу в этом узле потенциальную проблему. При активной игре в лесу или на пыльном грязном полигоне, скорее всего, грязь, пыль, ветки могут попасть в цилиндр со всеми вытекающими последствиями. Чистить эту винтовку, скорее всего, придется часто. На мой взгляд, SRS A1 от Silverback — это очень интересная винтовка, которую вполне можно рассматривать в качестве замены для всем надоевших VSR-10 или М24. Тем более в базе она сразу готова к тюнингу, и ничего кроме мощной пружины в ней менять не нужно. С доставкой по России данную винтовку можно заказать в магазинах atguns.ru, airsoftgun.ru и kugel.ru. Также она бывает в наличии в магазине BF Guns. Все ссылочки есть в описании к этому видео. Когда мы дождемся мощной пружины, сменных о-рингов хоп-ап и некоторых элементов внешнего тюнинга, я сниму еще одно видео, в котором мы сделаем отстрел этой винтовки и поделимся первыми впечатлениями от игры. А вы пока можете оставить в комментариях ваше мнение по поводу данной винтовки. А у меня на этом все. С вами был Евгений. Не забывайте поставить уверенный палец вверх. До скорого!